Встань вот туда. И смотри в кадр. О, так, отлично. Чуть ближе, ближе. Еще ближе. Все нормально, отлично. А это у нас Антон, который приехал в Пшемысль. Он у нас будущий путешественник. Вышли из поезда, прошли таможню и бродим по старому городу в Пшемысле. Ну прикольно тут, прикольно. Красивый старый город, чистенько, все аккуратненько. Антон гуляет. Антону нравится. Непонятная речь польская. Ну, немножко понятная, конечно. Подходим к первому месту для голосования. Я его выбрал еще по Google картам в Киеве. Антон немножко притомился уже гулять по красивому городу Пшемыслю. Бананы мы уже купили себе к рису. Все зашибись. Стань чуть сзади меня, чтобы было хорошо смотрелось. Все, я думаю, что я снял. Наша первая машина. Антон едет пригруженный. Привет, Антон. Спасибо, нас подвозят. Недалеко, но очень быстро подобрали. Дай. Друга машина. Але тільки на 4 кілометри нас взялися підвезти. Ну і то добре. Антон, ты там как? Ну вот оно преимущество автостопить на не очень больших дорогах. Такие красивые тут места. Антон отдыхает. Вечер уже скоро. Но хочется еще проехать.
И вот здесь нас высадила третья машина. Причем интересно, что водитель чуть-чуть даже дальше проехал, чем ему было нужно, чтобы высадить нас на нормальном месте, где будет удобно стопить. Ну и по-прежнему шикарная природа. Офигенно. Птички поют. Уже утро. Готовлю завтрак. Это я на камеру снимаю. Приехали в этот город Санок вчера, когда уже было темно. Поэтому вот первое попавшееся место нашли. Там возле дороги. Там дорога. Здесь чьи-то участки. Неплохое место. Есть. Куда ты тухнешь? Так, на завтрак у нас будет рис с финиками и с бананами. Бананы мы вчера купили в магазине в Польше. Фу. А тут, оказывается, в 20 метрах от нас ходит местная электричка. Офигенно модная. Ну, слава богу, не часто. Сейчас покажу. Вот она дорога. Ну, ночью машины ездили не очень много и не мешали. Это нельзя назвать красивой стоянкой, просто нычка, когда ночь застала неожиданно. Хочу побыстрее все дела утренние сделать и идти стопить. А то мы вчера проехали очень мало. Где-то примерно, наверное, во. Вчера проехали 50 километров примерно на 4 машинах.
Как спалось? Что? Угу. Машины не мешали? Не холодно было? Ползавки нет. Еще. Ну что ж, движемся понемножку. Высадили нас в каком-то городке. И мы ищем, где бы стопить. А то тут такой уклон. Ну, городок маленький, и сейчас выйдем уже. Высадили нас прямо перед довольно крупным городом Кросно. Стояли на окружной, никто не остановился, и мы пошли напрямик. 4 километра нам идти. Тут какая-то природа, участки, красота. У Антона уже лицо посвежело в походе. Вкусный кефир? Да, кефирчик отличный. И булочка. На цены можно не смотреть. Или как в Украине, или даже дешевле. Зашли в супермаркет. Купили себе перекус на обед. Что мы купили? Кефир, хлеб и бананы. И сидим во дворе на лавочке. Во дворе дома. Просто внутренний дворик. Неприятная процедура. Меняем позицию. Идем вдоль трассы, по которой ездят машины, на следующее нормальное для стопа, подходящее для стопа место. Ну, конечно, не особо приятно. Ой, я задолбался. Сегодня день ходьбы пешком. Наша задача максимум на сегодня — Новый Сонч. 91 километр всего лишь. Опять идем пешком еще на одну остановку. Антон молодец, держится. Виду не показывает, что тоже задолбался. Эх, какой-то работяга подвез нас немножко, довез до дома. Я попросил у него воды набрать. Он набрал нам 2 бутылки воды и потом дал 50 злотых. Спрашивает, деньги есть? Я говорю, да, есть у меня деньги. Ну на, ладно, возьми. Ну, я взял. Хорошее продолжение дня. Антон сидит в пиццерии в селе Лунско, или в маленьком городе Лунско. А как мы тут оказались?
Ага, это целая история. Подвозил нас мужчина молодой. Вот. Довез до своего дома. И потом мы разговаривали по пути. Я его спрашиваю, ты не знаешь, где здесь есть зеленая зона, чтобы палатку поставить? Он говорит, в смысле? А как раз дождь пошел. Ну такой не сильный, но пошел. Он говорит, в смысле палатку? Что здесь, сейчас? Давай я тебя довезу, куда вы там едете. Я ему до этого рассказывал, что мы едем волонтерить. И, в принципе, до этого места оставалось, километров 40-45. Вот. Ну и он нас довез. И вот мы сидим, ждем, когда хозяева приедут, заберут нас на машине. В тепле нас уже развезло. Мы уже спать хотим, во всяком случае я. Наелись пиццы. Заплатили 50 злотых за пиццу. Это 50 злотых, которые нам дали. Дал один из водителей. Мы вчера вечером заселились к нашему воркавей-хосту. Вот в такую приятную, просторную комнату. Антон еще досыпает в кровати. Мужчину, который довез нас к нашему воркавей-хосту, зовут Томик. Он полицейский. У него есть 16-летний сын с какой-то особенностью развития. Не синдром Дауна, а что-то другое. Может быть, это одна из причин, почему он так к нам проникся. Получается, за 1,5 дня мы проехали 230 километров на 11 машинах. В среднем это где-то 20 километров на машину, что очень мало. Но это понятно, мы ехали по локальным дорогам. Люди едут из села в город или наоборот, максимум между двумя небольшими городками. Вот здесь на экране будет статистика наших расходов и доходов за эти 1,5 дня. Если вы досмотрели до этого места, значит вам было интересно. Я буду очень благодарен, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. В следующей серии я расскажу, как мы жили у нашего воркавей-хоста. А потом мы планируем ехать автостопом в Испанию. Спасибо вам за просмотр. До следующего видео.